Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Я сегодня хочу вам показать двойной режим. А со старта так неплохо мне пришло, я смотрю. Клокверк в двойку, Эгида в двойку. Короче, хочу вам показать двойной режим. О нем мне писали в комментариях, что хотелось бы почаще видеть этот режим, поэтому благополучно мой сагильдиец Сквиди мне решил там помочь. Жалко, что, конечно, мы будем без Дискорда, но и в принципе нормально. Мы уже заранее договорились, что мы будем собирать, но вам я его озвучивать не буду. Но думаю, вы догадаетесь, что я хочу делать, в принципе, из того, что я буду покупать. Ну, как бы, как говорится, смотрите да наслаждайтесь этим, а там уже посмотрим. Если что, я жду ваши лайки, комментарии. И еще один момент я хочу вам сказать. Ребят, я писал уже в своей группе Телеграма о том, что у нас есть чат в этой группе. Вдруг кто не знал. Все подробности я, короче, оставил в Телеграме, поэтому в комментариях будет ссылочка на мой Телеграм-канал закреплена. Кого еще там нет, присоединяйтесь там, потому что я хочу создать свой комьюнити. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк и комментарий под видео, чтобы я как можно быстрее достиг уже 1000 подписчиков, потому что осталось совершенно немного, 200 человек всего лишь. А это, ну, немножко, но без вашей помощи этого достичь не смогу. А также, ребят, сразу хочу сказать, что в данном режиме у меня не особо много опыта, поэтому о некоторых тонкостях я буду говорить, а в остальном я хочу, если что, услышать вашу помощь, потому что самому я вряд ли что-либо достигну в этом плане, поэтому жду от вас информации. Надеюсь, вы этому мне поможете. Так. Мана. Это, конечно, все хорошо, по 40 маны в каждом. Но... Ну, короче, в принципе, нормально. Я хочу со старта сейчас сделать мехов. Это первое. Для того, чтобы у меня, во-первых, баф гоблинов был, плюс баф мехов. Мехи это все-таки халявные роллы. Сразу скажу, в данном режиме у меня реально немного опыта, поэтому я многие моменты не знаю, но знаю то, что можно будет перекидывать шмотки, знаю то, что здесь очень часто раунды больше, чем 20 плюс не длятся, но в принципе они... Этот двойной режим сам по себе, он максимально динамичен. Как перекидывать шмотки, я думаю, вам покажу. Так, ЦМ-ка в двойку уже. Неплохо, неплохо. Охотник в двойку пришел, тоже неплохо со старта. Реально, это очень сильно, мне тоже приходит охотник, кстати. Кстати говоря. Так, у тебя есть волшебник. Угу, шикарно. На самом деле, пока что как-то... Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, но ситуация складывается совершенно неплохо. Я ожидал немножко хуже, но, в принципе, этого мне... Это мне нравится, короче. Это мне нравится. Куда же без этого, как говорится. Так. Минус армора я не беру. Минус... Смотрите, как перекидываешь шмотку. Вот, в правом верхнем углу экрана видите вот этот вот щит и руки. Оп, и все. Моя шмотка полетела моему напарнику, и у него она появилась здесь. И, естественно, он может ее перекинуть в кого-то. Вот, он ее перекинет в снайпера, как я вижу, и тем самым он будет сейчас шотать почти любого, потому что 700 урона это очень сильно со старта. Поставил панду, чтобы мне поприходили панды, и надеюсь, все-таки они придут. Они, как обычно, это бывает, что на одном болте они меня вертели, чтобы они пришли. Так, ЦМ-очка пришла, отлично. Хочу вместо ВРки поставить. Опа. Опа, это мне нравится. Вот это мне нравится. Одна панда есть. Правда, эта панда-убийца. Не особо она мне не нужна, но она есть. И это хорошо на самом-то деле. Ого. Ого. Не, ну если ты соберешь его в тройку, тогда отлично, собирай, я собирать не буду. Короче, я думаю, уже многие догадались, что я хочу собрать, но... Прямо сейчас напишите это в комментариях, что все же я хочу собрать. Мне интересно, догадались вы или нет. Вот прямо в этот момент, не надо там листать наперед, назад, просто... Вот напишите прямо сейчас, догадались или нет. Не, ну снайпер в двойку со старта это на самом деле неплохо. Если бы еще собрать себе, знаете, там баф охотников, то он бы прям разваливал очень сильно со старта. Если что, в этом режиме у вас хп на двоих, поэтому если ваш напарник погибает, то, естественно, получаете минус хп и вы тоже сверху. Поэтому не стоит, скажем так, этим пренебрегать. Если же играете вдвоем, то играете вдвоем. И вы должны друг друга дополнять. Поэтому, когда вы делитесь персонажами, вот видите, две фигуры справа в нижнем углу. У него это слева в нижнем углу. Хотя, по-моему, у нее тоже справа. Ну, короче, не суть. Вы можете как брать этих персонажей, передавать своему союзнику, так и забирать, наоборот.
Поэтому он, не видите, он мне поделился снайпером в двоечку и поделился вот этой пандой. И, соответственно, мы друг друга дополняем бафами еще. В этом режиме можно сделать такие умопомрачительные сборочки. Поэтому я рекомендую каждому поэкспериментировать в этом режиме. Очень интересный режим, всем рекомендую, он динамичный и очень необычный. Меты здесь разваливает в X10 жестче, чем я не знаю, что еще сверху. Вот реально, даже не знаю. Реально намного жестче. Поэтому, если сыграете здесь на мете, то знайте, что таких эмоций вы еще не получали, наверное, никогда. Тут можно собирать и богов с магами, то есть 4 бога, 9 магов. Здесь можно это делать стабильно. Единственное, что, чтобы противник раньше не закончил игру. Это единственный момент. Где там бог не пришел, где панда пришла. Но бог не пришел, это плохо. Ой, бог, волшебник какой-нибудь. Мне нужен волшебник. Какой-нибудь нужен волшебник. Хочу волшебника. А друида, дай мне друида. Друида купи. Трента на минутку. Вот минус в том, что вы не в Дискорде, то, что он не может Трента мне купить. Ну, ладно. Эх, ладно, он меня не услышал. Ну и ладно. Не услышал, так не услышал. Что поделать? На самом деле, у меня 2 панды стоит, и почему-то до сих пор еще панда ни одна не прилетела. Сейчас по-любому пивнуха прилетит, проверяйте. Вот я сейчас это сказал, а это означает, что мне реально пиво придет. Вот реально пиво сейчас придет. Баночка хмельного 100% будет у меня сейчас. Я уже прям сплю и вижу, как это будет. Ладно, не баночка хмельного, но тем не менее все равно не лучше. Так, ну, опа. Да, это убрать. Дай мне кунг-фу. Да, И, кстати, этот режим немного багается. Вот, минус в том, что он реально немножко багается. Вот прям есть в нем то, что он реально подлагивает. И это немножко прям, ну, знаете, самую малость, но бесит. Кстати, 4 панды, нужно ли мне это? Не, ну... Мне нужна просто немножечко другая панда. Я хочу панда-шамана. С панда-шаманом у меня будет все намного приятнее и лучше. Но... Такое. Тут, кстати, чат нужно проверять, потому что если чат не проверять, то будет тоже немножко печально, потому что союзник может что-то написать, а в этот момент вы просто такие клип-клип глазами и проспали этот момент. Да, такое здесь бывает. Так, тебе там не пришел никто? Ой-ой-ой, как же тебе жестко приходит. Мне такого вообще не приходит. Там шаманы у него такие. Не знаю, я, наверное, пока все-таки оставлю как есть. Пусть будет эта панда. На самом деле, я бы ее убрал сейчас. Вот реально убрал бы и поставил, наверное, откат мана. Хотя не, вот так вот сделаю. Зачем мне тут откат мана, когда я могу шотнуть противника? Пусть у меня будет вот этот вот демон. Я на самом деле сам себе хочу волшебников собрать. Они у меня есть. И если получится, кстати, я смогу в этом режиме показать вам обуз панды. Но если придет еще один волшебник. Если он не придет, то я не смогу показать, естественно. Ну, кстати, я, наверное, могу панду эту продать. Хотя, не знаю. Не хочется и колется, называется. Я не знаю, я, наверное, возьму пока книжки, буду обузить себя. Эгиду продам, я буду реально все книжки обузить. Почему нет? У меня 3 человека есть. У него в двойку есть этот. Не, ну жестко, кстати. Я бы, наверное, снайпера скипнул бы и взял бы вот этого персонажа. Он ману откатывает, все дела. Это намного было бы сильнее. Возможно, так мне придется поступить. Я заберу у него вместо снайпера сейчас вот этого в двоечку демона. Просто, понимаете, я почему волшебника хочу себе? Мне в будущем бы от него немножко другие персонажи нужны были бы. Такие, как вот если шаман вот этот в тройку придет, почему нет? Если придут ему вот этот шаман в тройку, то почему нет? Я только буду за.
Так, у тебя расширение стоит? Да, стоит. А у меня SF стоит. Хорошо. Я бы на самом деле, знаете, что хотел? Ну, реально попробовать забузить панду. Придет отлично, не придет, ну, ладно. Если, кстати, сейчас придет не Марси, то я поставлю кунг-фу. Ну, так сказать, знаете, наглядно покажу вам, что здесь может мета. А мета в этой... Мета может очень многое здесь. Прям, я бы сказал, чересчур многое. Кстати, если что, взял сейчас 7 уровень, потому что этот демон в двойку очень много импакта вносит. Вот прям, ну, катастрофически много он его вносит. Мана плюс 50... Не, ну я возьму откат. Откат. И отдам это моему, соответственно, союзнику. Пусть он закинет себе там какого-то персонажа. Возможно, он в кунг-фу закинет, снайпера, кого-нибудь. Поздно посмотрел. Ничего. Тут, кстати, важно переписываться еще с друг другом. Так, кстати, надо было расширенный пул сейчас убрать. Тут просто, когда вы друг друга будете дополнять, все будет четко. И вот посмотрите, у нас сейчас обалденный винстрик. Нам его пока что никто не сбил и вряд ли уже собьет. Ну, судя по всему, вряд ли реально собьет, потому что, во-первых, у нас сейчас будет имба, во-вторых, скорее всего, они не доживут. В двойном режиме играют все на скорость, но я не знаю, насколько это правильно. Напишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Потому что я на самом деле, ну, так, знаете, 50 на 50 отношусь к тому, что спешить надо. Как по мне, ну, здесь не надо спешить, от слова совсем. Я сейчас себе сделал имбу, у меня 4 кунг-фу, 4 человека. Я кайфую. Я просто кайфую. Так, есть панда, но на самом деле она мне, ну, честно, она мне не нужна. Но я бы ее мог чисто поставить, потому что она как-никак немножко набафает. Вот так вот. Ну нет, так я не могу. Ну так 4 панды будет и будут падать мне не те. Короче, я хочу себе панду шамана, но придет ли она мне? Неизвестно. Реально неизвестно. Есть 2 книжки. В принципе. Так, здесь убийцы. Хорошо. Шотнуть. Ну, кстати, убийцы могут меня сейчас порвать. Конкому. Да, это убийцы духи. Но нет. Имба на кунг-фу не контрится никак. Это слишком лютая тема. Вот кунг-фу это слишком люто. Они могут просто вас пошотить, даже имея фигуры первого уровня. О, поделился мне разором. У меня есть шаманчик другой. Хочешь? Хочешь другого шаманчика? Вау! Разор в двойку. Раздор в двойку, это будет... Ладно, я не буду обузить панду, у меня, во-первых, не получится, во-вторых, я просто винстрик свой куда-нибудь туда укачу. Но... Ома! Вау! Но нет, дай мне... Не-не-не, да, вот. Не надо пока. Пока мне не надо. Вы видели? Он в тройку себе собрал того шамана. Я специально, если что, не брал этого шамана, потому что я думаю, ну он же соберет. Плюс у него вы сами видели 2 двоечки, но вы сами видите, что творит. Как бы, что творится вообще в целом. Я на самом деле не то чтобы в шоке, но как-то мы слишком больно разваливаем. Гримтач, шаман. Ну я пока выйду из инкама немного. Ну, почему нет? Есть здесь хан бог. Я просто хочу найти себе сейчас человека еще одного. Просто одного человека мне нужно найти. Я уже, ну, не стыжусь, знаете, деньги там сливаю и тому подобное. Мне не хватит. Хотел взять только что уровень, я понял, что мне не хватит немного. Понял, что мне не хватит немного. У меня есть котел. Надо котел? Пока не надо. Мне нужно 40 монет, но... Пару раундов, и я эти все 40 монет себе сделаю. У него есть те фигуры, которые мне нужны. У него, в принципе, шаман-орк есть. Я его хочу. И хочу... Ну, Разора нет, но шамана в троечку я хочу точно. Разора я себе как-нибудь найду. Как-нибудь найду. О, ДК. Ну, я хочу такого взять. Так, котел мне нужен. Так, сколько книжек? 5 книжек есть. Это мало, 28 монет надо. В принципе... Продать будет 26 монет. Все равно не хватает. Ладно, все равно в любом случае я деньги солью. 1 раунд. Ничего страшного. Если... я так я могу кунг-фу сейчас убрать и взять себе вот так вот поставить. 6 человек со старта.
Почему нет? Кстати, маги неплохо дополняют кунг-фу. Вот реально неплохо дополняют. Почему? Сейчас объясню. Этот магический урон дает, этот магический урон дает. Поэтому, в принципе, ну, это очень сильно выглядит. Вот очень сильно выглядит. Каждый из них добавляет, ну, дополняет друг друга, и это прям выглядит песня. Короче, тут ХП у них уже всех мало осталось. Мы как-то без шансов их выносим. Я на самом деле немножко от этого в шоке, но ладно. Просто людям не повезло немножечко как бы, с игрой. Не пошло. У меня тоже такое бывает, когда мне просто не идет и меня выносят там чуть ли не первым. Поэтому я, в принципе, считаю это нормально. Если тебя не выносят, то ты какой-то уникальный. Уникальный в этой жизни. И в целом. Вообще каждый из нас уникален. Ну, опустим этот момент. Так, я в Разора хочу отдать этот шмот. Наполни силище богатырской Разора. Так, у тебя есть тоже... Вот он делает шаманов кунг-фу, а я хочу магов сделать. И... шаманов. Ну ладно, я уже раскрылся. Уже сказал, что хочу магов-шаманов сделать. Поэтому почему бы и не сказать об этом? Просто игра уже приближается к своему концу, скорее всего. И на самом деле это немножечко печально, то что так быстро все заканчивается. У меня 9 уровень, тем не менее у меня есть фулл синергии. Просто посмотрите, сейчас сколько минуса дам в лицо. Ну, минус 22, не считая то, что у меня вот такой огромный. Да иди отсюда, зачем ты мне приходишь, панда-убийца? Я просто этого не понимаю. Зачем мне приходит панда-убийца? Я уже столько раз продал, она должна была мои намеки понять. Что мне она не нужна. На самом деле я немножко не понимаю, что ребята здесь собирают. В двойном режиме такое ощущение, что они друг друга не слышат. В принципе, я думаю, что это просто рандомные ребята, которые попадаются. Которые даже в чате не переписываются с друг с другом. Короче, от него мне понадобится вот этот вот шаман. Первое. Ну и дальше посмотрим, может что-то еще будет нужен. Ага. Отмена разделения. Он взял себе... А, он себе 2 волшебников взял вместо Марси. Ну ладно. Хочет от меня 2 волшебников, ну получит их. Опа! Опа! Тебе не нужен? 5-й шаман не нужен? Все, у него 6 шаманов. У меня пока не 6 шаманов, у меня куча людей. Я хочу себе тоже 6 шаманов, но мне пока что-то, знаете, ну не хочет выставляться, потому что у меня есть кунг-фу. Пока у меня есть кунг-фу, я не хочу менять. Кунг-фу очень сильно. А, ты хочешь... Ну давай, давай убираем, давай убираем. Давай вот это все. Это вот давай мне. Хорошо, давай выставим синергию. Не кунг-фу. Давай поиграем не на кунг-фу. Слишком легко выходит все, поэтому давай поиграем не на кунг-фу. Не на кунг-фу. Так, у меня с... Кристалл... Я думаю, я и так буду выносить их. Даже если я вот так вот поменялся сейчас, я уверен, что моя мощь меньше не стала. Она, наоборот, огромнейшая. Хочу шаманов. Хочу 6 шаманов, 9 магов. Я думаю, 6 шаманов, 9 магов это очень мощно выглядит. 15 книжек у меня уже. Вау. Ну, что-то пока как-то, ну, сильно. Мне эта шмотка не нужна, поэтому перекинул своему союзнику. 40 монет. Следующий раунд... А, ну, это конечная, походу. На то, что я говорил. Моя сборка просто не успела достигнуть своей апогеи. Ну, ладно. Хотя бы так сейчас сделаем. Ну, чтобы по-красивому, да? Я хочу даже просто посмотреть, в кого превратится вот этот шаман. Я уже не помню, насколько сильно он превращается. Но все равно, 6 людей, 6 магов, 4 шамана. Мог сделать шаманов 6 штук раньше, но... Так, давайте посмотрим, в кого ты превратишься, ну. Да. Я ожидал намного лучше. А, ну все, это конечная. GG. Так, ну раз такая коротенькая игра, то будет сейчас и следующая игра, и еще раз. Ну, короче,
Будет еще одна каточка после этой, поэтому вот здесь будет небольшая такая пауза, буквально. Значит, переход. Посмотрим на вот это вот. И переход. 19:0. Поехали. Next. Итак, это у нас вторая игра. Здесь мы хотим реализовать богов плюс магов. Мы уже договорились об этом заранее, поэтому... Надеюсь, вы получите просто нереальное количество удовольствия от этого. Вот нереальное количество. Не знаю, насколько у нас получится это реализовать, но боги плюс магия. Хотим сделать так. 9-4. То есть это 9 магов и 4 бога. Но сразу говорю, скорее всего, у нас может это не получиться, потому что по первой игре вы могли бы понять, что это максимально как-то быстро все происходит. И на самом деле еще жестче происходит, когда тебя начинают закидывать вещами. Это прям вообще разрыв. Это реально разрыв. Тебе просто начинает твой союзник накидывать вещей, и ты даже не успеваешь среагировать, что куда накидывать, что куда ставить. О чем можешь больше говорить. Просто ничего не понимаешь. Так, дал ему Лину. Он мне дает двоих рыцарей. Блин, ну знаете, как-то в двойном режиме так вот привыкаешь, что ты не проигрываешь. И ты такой, что-то и проигрывать как-то не хочется. Но на самом деле у меня сейчас сборка намного послабее, то скорее всего я сейчас проиграю. Есть у меня такое, знаете, предчувствие, что скорее всего сейчас я проиграю. Хотя если Лина кастанет... Молодец, Лина. Чисто Лина из Хогвартса. Никогда в ней не сомневался. Лина молодец. Лина это хорошая девочка. Хорошая девочка. Так, что у тебя есть? Огр есть. Ну, в принципе, окей. Огр мне... Ну, 2 мага. Ну, ладно, 3 мага. Ну, тогда я себе поставлю мага. Чё нет? Скорее всего, у нас сейчас максимально слабый билд будет, потому что, ну, сами видите стол. И это, ну, как-то, ну, очень слабо. Это очень слабо. Наверное, лучше я ему ЦМ-ку бы дал, ну ладно. Кстати, на самом деле, если мне даже... Опа! А я вижу, здесь будет лютая конкуренция у нас. Что у нас вообще здесь есть? У нас здесь есть... А у нас здесь нормальных магов даже нету. Ну ладно. Все равно, нужно реализовать 9 магов вообще на спокойную. Главное просто определиться с керри. А керри, скорее всего, это будет котел либо разор. На самом деле, они вдвоем очень хорошо синергируют друг с другом, поэтому, в принципе, и тот будет нормально. И тычка! Тычка! Хорош, Лина! Не сомневался в ней ни разу. Молодец, Лина. А чё, ну, мне нормальные придут кто-то сегодня? Чё мне приходит какое-то непонятное вещество, если... Опа, гримтач. Угу. На самом деле, мне нужен гримтач лучше всего. Наверное, вот это вот убери. Дай-ка мне гримтач. Гримтача, знаете, как-то поболее верю, если честно. Как-то... Ой-ой-ой, шмоточку забыл совершенно. Плохо. Ну ладно. Давай, по всем. А теперь Лина. Ой. Видели? Вы это видели? Насколько же Лина красиво только что закастила. Боже, какая умничка. Лина молодец. Никогда не сомневаюсь в этом персонаже. Лина это просто нечто. Лина... Ой-ой-ой, мы проиграли раунд. Это плохо. Так, у тебя Лина есть, хорошо, но у меня есть гримтач. Так, окей, на тебе вот этого персонажа, Эгиду. Я, в принципе, на самом деле хочу, может быть, поставить банш. Возьму уровень, поставлю банш, потому что я не особо хочу сейчас проигрывать свой винстрик. Вот как-то, знаете, не особо хочется. В тот момент, когда ты реально не хочешь проигрывать свой винстрик. Вообще не хочешь. Так, у него больше нечего мне добавить, чтобы я был посильнее. Мне, в принципе, Огр заходит. Почему нет? Эгида... На самом деле, я хочу, наверное, даже Эгиду оставить у себя в билде. Почему нет? Под магами она будет овер сильная. КД минимальная. Импакт огромный. Поэтому, да, скорее всего, я ее оставлю. Я оставлю... Не, ну банши я не смогу оставить. Мне просто слотов не хватит уже. Давай, 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 живи. Оп. Оп. 2 раза закосила скилл. Ой, какая молодец. Ну ладно, я на самом деле неплохо живу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, я Агра могу себе заменить. Кого ты можешь мне дать сейчас? Кого ты сейчас можешь мне дать вместо Агра? Давайте сейчас посмотрим, что он мне может дать.
Никого. И себе позволить я тоже никого не могу. Плохо. На самом деле, бог тогда мне пока что не нужен. Я бы вместо бога, наверное, тоже агро поставил. Что-то я как только сейчас осознал, то, что насколько же бесполезен сейчас был бог мой. Он как стенка, в принципе, ну, такое, но... Не знаю, как по мне, были намного лучше персонажи, чем вот это. Ну, может, сейчас котел придет, либо Разор, и будет вообще песня. А вообще, на самом деле, мне нужен бог, поэтому давай бог побыстрее приходи уже. Кстати, этот бог мне не нужен. Я Гримтача себе оставлю, потому что реально можно будет Лину закерить. Просто в двойку ее оставить и играть через либо Разора, либо же через котла. Через одного... Ну, один из двух, короче, мне точно понадобится. Так, есть человек. Гранд Геральт. Оу май. Ну, я, наверное, пока через людей сыграю, книжки пообужу. Я пока книжки. Я думаю, поймет вкратце то, что я написал сейчас. Поэтому я пока книжки. И, наверное, мне все-таки... Давай не Гранд Геральда пока что. Хотя подожди, я могу взять уровень и поставить вот так, вот боков. Все. Есть у меня Банши. И есть у меня Эгида. Все, у меня как бы 2 человека уже импактнулось. Шикарно, да. Да. Пару книжек заработаю, неплохо. Стенка есть, да. Эгида с минимальным кастом есть, да. У нее сейчас где-то 8 секунд или 6, ну 7 секунд где-то, да? 6 секунд каст. Сильно? Сильно. Плюс банши кастует, который постоянно. Ниже бафа никакого нету. То есть получается у меня только Лина под бафом. И по сути, если придет сейчас ко мне котел, будет хорошо. Либо же Разор даже будет хорошо. Потому что Разор будет с бафом у меня богов. Шикарно. Книжечка сюда. Пак. Отлично. Пак хорошо. Я бы на самом деле мог взять у него, наверное... Хотя, подожди. Никого я не могу у него взять. У него все те, которые, ну... А, ну тогда подожди. Мне... Не, ну мне нужен... Ну, короче, кто-то мне да понадобится из богов по-любому. Так, что у нас тут? Маги, маги, боги, нежить, котел. Котел это проблема. Короче, котел это проблема. Опа, кунг-фу. О, не-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 не. Короче, здесь будет кунг-фу, и сейчас я свой винстрик проиграл. Это огромная проблема. Но было близко, кстати. Если бы у меня Лина была в двойку, скорее бы всего, я бы их стер. Но, если бы ДКБ, во рту бы были бы что? Всем понятно, что. Так. Значит, тут будет кунг-фу. Проблема. Вот это вот реальная проблема Пайма. Кунг-фу это всегда не айс. То, что здесь воин, мне вообще все равно. Воина мы будем стирать в порошок. Проблема это кунг-фу только. Я бы сказал, это даже самая огромная проблема, это кунг-фу. Можно даже, кстати, стяжку поставить вместо эгиды. Нет, 25 секунд, не, слишком долго. Реализовывать долго. Пару книжек я возьму, пусть будет, все равно со старта это неплохо. Бам! Не, ну эгиду, в принципе, реально было бы прикольно сделать там в двойку, в тройку, как баф. Но больше всего мне понадобится это... А чё, как... Я просто не понял, каким образом он сейчас регенится. А потом понял. Надо побыстрее выходить в монетки. В уровень. Уровень нужен. Ладно, баф я распущу уже. Уже слабо. А что там по богам? Не придет мой бог один? Мне на самом деле не хватает одного бога. Где он находится? Вопрос. Дайте его адрес, сейчас приедем. Может магов поставить вместо эгиды. Но эгида просто инкастовая. Так, раз это мобы, кстати, я поставлю так. Я поставлю пока так. Раз это мобы. Угу, ЦМ-ку берет, хорошо. Вау, 6 магов уже? Через дракона? Ну, тебя просто не кимбить. Маги какие-то, ну, беззубые получились. Ну, кстати,
Я ж могу сделать 9 магов через банши. Тоже будет неплохо вместо эгиды. Эгида зачем тогда нужна? Будут микростаны от банши, но на самом деле можно было бы таким бы темпом и тренда взять, почему нет? Тренд тоже бы неплохо зашел. Вау. Но не нужен. Острые наручи. Но я возьму вот этот посох. Он сильный. Со старта будет очень сильный. Ладно, эгида пока мне реально не нужна. Я лучше банши закирю. Все равно их 2 пришло. Надо использовать этот момент по максимуму, поэтому раз 2 банши пришло, значит 2 банши. ЦМК пока на связи, хорошо, маги есть, возьму. Воины, шаманы. Там, короче, собираются воины, а у нас будут маги. Ну, просто... А, вот Разор, отлично. Я уже подумал, что у него максимально безумная будет сборочка сейчас пока что. Но у него пришел Разор и вообще шикарно. Так, он пока что немножко себя реализовал. Какой же Гранд Геральт молодец, просто стырил лагуну. Красава. Наверное, подролить чуть-чуть надо. Потому что у меня реально... Теперь у меня беззубая сборочка. Вот как бы Лина в 2 есть. Это хорошо. Спасибо и на этом, как говорится. Магов не хватает у меня. Но и как бы забирать у меня богов тоже такое. Ну, в принципе, Гранд Геральда можно забрать. Хотя, да, пока не можно. Пока не можно. Потому что магов у меня... Опа, опа, опа. Так, подожди. Тогда мне нужно сейчас будет забрать, я у него заберу Разора. Заберу Разора и будет намного ярче. Сейчас у меня Лина просто будет разваливать. Ничего делать. Чпуньк. Смотрите, 2,5 секунды касса скилла. Чпуньк. Ха. Боже, какой-то развал. И лагуна по 2. Какая же это песня, просто. На самом деле я в эту сборочку хочу SF докинуть. Какая там банжа, какой там кто? SF. Я за него совершенно забыл. Так, Гранд Геральда уберем. Разорчика дай. Отлично. Теперь у меня сейчас будет песня. Не все маги, конечно. Я, наверное, выйду из инкама, поставлю себе сейчас 6 магов. Да, выйду из инкама немножко вот так. И поставлю 6 магов. Просто, почему я не поставил, допустим, вместо какого-то другого персонажа, сейчас себе объясню. Вот, допустим, почему я не поставил вместо Банши, допустим, сейчас мага. У меня было бы, ну, минимум урона. То есть, очень сильно бы упал урон. А в таком смысле у меня урон как бы никуда и не делся. Он остался такой, как был. Кстати, вот пришел ко мне топчик. Жалко, я не против чувака со стриком. Это было бы сейчас интересно. По идее, мы сейчас даже нормально их завалим. Да, вообще изи. Вообще без шансов. Какая же Лина жесткая. Блин, а тут кунг-фу. Но из-за того, что упаемо кунг-фу, это создает огромные проблемы для нас. Кунг-фу все-таки максимально сломанная сборка. Гадалки не ходи, но это реально максимально сломанная сборочка. Так. Как же так расставить вас, чтобы было бы больше импакта? Ой, какой Гранд Геральт ужасный скилл стырил. Плохой скилл Гранд Геральт украл. Просто воришка. На самом деле, то, что у меня стол слабый еще, вот это тоже огромная проблема. Я, кстати, бы вместо этого бога хотел бы Хана себе. Хан-друид который. Потому что его апнуть в 3 легко, под богами он неплохой, как танк он был бы вообще шикарный. 2 магов не хватает. Нужен... Опа, опа, котел есть. Есть котел. Котел на связи. Котел есть. Тебе нужен котел? У тебя ЦМК есть? Котел. Зачем мне SF? Я сейчас так подумал, что, ну, такое SF. SF мне не нужен. Пока что не нужен. Мне из магов, наверное, понадобится пак еще сверху. Получается 3, 6, 7.
Ну, блин, ну фуловые... А не получится фулл маги сделать. А, реально не получится фулл маги сделать. Не, ну в целом на самом-то деле можно сделать фулл маги. Вообще не опасаясь. Сейчас объясню как. Я аж остановку забыл сделать. Смотрите. Я могу сделать фулл мага в 9 штук, а сыграть через банши. Сделать банши керри. И все. Это будет полный развал. Ты реально, что это будет полный развал? Мы будем уничтожать. Так, эти шмотки не нужны. Шар бездны. Там есть один маг. Но я бы не сказал, что он прям какой-то лютый. Ну и, кстати, лучше всего давать персонажей со шмотками. Я бы такой, чтобы он забрал у меня кого-то и взял себе. Не знаю, я закирил сейчас банши. Но насколько это профитно? Насколько же это профитно? Пока непонятно. В принципе, банши нормально. То, что она будет керри, под магами она будет шикарной керри. Реально, брать просто себе уровень, брать себе банши, потом через банши играть. Просто сделать себе 9 магов. Вот единственный минус, то что там есть кнопку. Он может шотнуть всех моих. Вот, огромнейший минус. Кстати, видели, насколько Лина только что вдарила? Просто Гримтач накинул по всем свой дебаф, и Лина один каст сделала, и все, там все откиснули. Я сейчас пишу своему союзнику, что я через керри банши буду. Это будет очень сильно. Котл мне... Ну, короче, мне нужны будут все маги. Я уже придумал, как это сделать. Я выставлю всех магов. Выставлю реально всех магов. Но некоторых магия будет по-другому чуть-чуть. И, короче, я сделаю себе 9 магов и богов. При этом будет керри банш. Это будет сильно. Это будет очень сильно. Да, мне нужен пак и вот это все. Я выставляю всех и будет вообще очень сильно. А что ты стоишь? А, оцепенение. Ну, кстати, подхил у нее все-таки какой-никакой будет. И подстраховка у нее есть. Блин, Лина очень жесткая. Просто Гримтач на всех накинул, и Лина шотнула почти всех. 2 уровня, 2 персонажа докинуть могу. Блин, а мне как бы как не хватает, знаете, места. Поэтому я бы такой, чтобы... Мне, наверное, реально места не хватит. Наверное, все-таки придется ставить... Опа, разор в двойку. Это отлично. Короче, если честно, я на самом деле пока не знаю. Я пока так сделаю. Да, Лина у меня, конечно, мощная самая. Все такое, но я возьму, наверное, себе сейчас книжки буду лутать. А банши у меня будет керри. Реально я сделаю банши керри себе. Это будет овер сильно. Сейчас написал своему союзнику, что я сейчас в ЦМ-ку закину манту, и манрегена будет больше намного. О, мне еще сейчас сфера прилетела. Отлично. Сейчас, если он кинет мне манту, волшебное зеркало, то будет вообще круто. Я просто закину сейчас в ЦМ-ку манту, у меня будет 3 ЦМ-ки, будет манрегена, будь здоров. Блин, у меня 77 монет, я вообще за этот момент забыл. Что-то я как-то, ну, реально проспал этот момент. Надо 10 взять тогда, чё нет. И просто подумать... Сейчас опять написал. Вот я же говорю, минус в том, что тебе нужно переписываться в чате, а не в голосе говорить. Когда ты в голосе, ты спокойно можешь все делать. И вообще никаких проблем не будет. Ну, кстати, мне бы мясо, говорю, маску бы 5-го тира с... Просто на хп реген, чтобы у меня банша не умирала. Было бы вообще песня. Так. Возьму сейчас уровень вот так. Книжки поюзаю. Отлично, все. Так, что мне нужно? Что же мне нужно? Сейчас надо хорошенечко подумать.
Мне от него нужен будет один маг. Или даже не нужен. О, отлично, скинул. Вот видите, в чем минус? Я говорю, что долгая коммуникация. Когда ты играешь в войсе, ну, в Дискорде, то было бы намного быстрее все. Ой-ой-ой. Какой же предмет яркий выпал ко мне. Так, пак. Не хватает двух магов, этого и этого, но и выставить я не могу. Если я выставлю, то дух. Это, конечно, круто, что ты приходишь. Очень круто. Плохо. Но у него есть один маг, но мне нужно хотя бы тогда демон какой-то. Ну, волшебник. Так, ты в двоечку. Эх, сейчас попробуем. Так, это что у них? Так, что китаец собрал? Магов-мертвецов, на это все равно. Не, ну это надо... Вот это можно забрать. И догон скипнул. Так, у меня есть один волшебник, отлично. Бессмертие, класс. Конечно же не надо, но... Там же не откис? О, не откис. Хорошо. Сейчас мы с тобой поиграем, дорогой мой. Так, мне нужно... что мне нужно сделать? Мне одного бога, скорее всего, нужно убрать. Да? Вот так. Тебя убрать и дай мне... Вот этого. Все равно. У тебя на самом деле какой вот этот? Где там пак? Давай пака. Не получается. Пак у меня есть. Сейчас, короче, нужно следующий раунд и подумать хорошенечко, как убрать и что убрать. Но в любом случае, скорее всего, я буду жертвовать одним сейчас богом. Пока нету 11 уровня. Я просто-напросто не успею себе 11 даже взять. Просто не успею. Если фул бы людей выставить, то успел бы. Спокойно. Но не успею. Ну, вы сами видите, не успею. Да, придет. Я пак оставлю. Тут убираю. И забираю у него вот так. Все. Все. Смотрим на эту красоту. А на мобах я выставлю себе фул. Точно. Вот реально точно. Все, вот. Вот керри мой. Мой керри персонаж. На мобах я буду выставлять 6 людей, чтобы себя бафнуть сильно, но не получится. Кстати, тут... Ну вот, просто посмотрите, насколько это интересно и сильно выглядит. Даже под двумя богами это очень сильно выглядит. Просто, ну... Это разрыв. Только Квиди что-то сдает позицию у меня. Это мне не нравится, то, что Квиди сдает позицию. Но можно понять, там очень сильные есть персонажи. На самом деле, два бога убрать, сейчас поставить двух людей. Не-не-не-не-не-не-не-не. Нельзя. Могу раунд. Ему нужен котел от меня. Апгрейд есть. Все, держи котла. Все, с котлом сейчас будет игра поярче будет. А тут кунг-фу, да? Нет, там два кунг-фу. Не, ну это красиво смотрится, реально красиво. Просто посмотрите, Баншина бьет их всех, они все в обморожение, плюс урон огромный на самом-то деле. Там сколько? 65 за тычку, это где-то 100. Ну, короче, там, ну, секунда, может быть, точно есть обледенение. Я более чем уверен, что секунда обледенения там точно есть. Я сейчас пожертвую так. 3 книжки выпадет, это плохо. Не смогу я 11. Эх, хотелось бы мне все-таки показать вам эту сборочку на фул. Но не смогу, походу. Но все равно это сильно. Это очень сильно выглядит. Боги, маги. У него, кстати, 9 магов. Ну просто на самом деле у него 9 магов, но у него с людьми, поэтому у него ни один чувак не кастит богами. Вот это вот плохо. Вот это вот плохо. То, что у меня ни один человек не кастится под богами. 3 книжки, ну, ну да, все, я не успеваю никак.
Обидно. Что сказать, обидно. Кулон доброты. Нет, не надо. Мифриловый доспех пусть будет. Одной книжки не хватило. Бог ты мой. Реально одной книжки не хватило. И никак я поменять свою ситуацию не могу. Просто магов нету. Если был бы бог-маг, то было бы вообще изи. Вот реально было бы изи. Был бы просто бог-маг. Но имеем то, что имеем. На самом деле, если им там шмотки неплохие придут, то законтрить они нас могут. Причем так, знаете, как два пальца об асфальт. У него разор тоже там жесткий под радиком, под всем. Прям там, ну, красивый разорчик такой. Ну все, это конечное. Они никак нас не вынесут. Слишком огромная у меня банша. Или вынесу. Да не, никак. Это красиво. Не знаю, это очень красиво. Но сама задумка, вы видели, и это можно реализовать. Я бы мог убрать банши, поставить себе 9 магов и фул богов, но какой бы бог у меня кастил? На самом деле, может быть, стоило поддаться и просто дать... Хотя каким... Ну, мне надо было все равно выиграть каким-то образом. Ну, тут, короче, какой-то бред все равно они собрали, если честно. Я не понял, что они собрали. Ну, ладно. Я думаю, ролик выйдет довольно необычным. И покажу, как можно взглянуть на твой режим немножечко с другой стороны. 9 магов, 4 бога, это круто звучит. Но должен быть Зевс. Без Зевса ты не реализуешь этого. Потому что керрить некого. Зевс, он как маг, и он нужен, потому что он керри. Короче, жду ваше мнение в комментариях, поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи!